Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видео речь пойдет о силиконовых формах, о силиконовых молдах. Под моими видео девочки уже неоднократно спрашивали, как ими работать. Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как силиконовые формы разные, и работать с ними нужно плюс-минус по-разному. На Алиэкспресс сейчас огромнейший выбор этих силиконовых форм, там можно подобрать вот на любой вкус. Ну и поделюсь с вами своими какими-то наработками, секретиками, лайфхаками. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Тут вот я показываю то, что у меня есть несколько разновидностей этих силиконовых форм. И вы знаете, от толщины самого силикона зависит также и высота уже сделанной фигурки. Поначалу может показаться, что вот все они плюс-минус одинаковые, и работать с ними там, ну вот, нужно по одной схеме, но на самом деле это не совсем так. Начну я вот с таких вот маленьких сердечек, с этими силиконовыми формами работать проще всего. Тут еще немаловажно, чем вы заливаете вот эти вот силиконовые формы. Я люблю делать замес при помощи обычного гель-лака цветного и топа без липкого слоя. Топ я использую жидкий для того, чтобы замес очень хорошо распределялся по всей силиконовой форме. Можно, конечно, также использовать жидкую базу, но я не люблю дисперсию после полимеризации. За счет жидкой консистенции замес быстро заполняет силиконовую форму. Вот так вот небрежно при помощи кисточки я размазала гель-лак по форме, просто ну, вот так вот наметила для себя площадь, да, где должен быть вот этот самый гель-лак. Теперь вот скрапером просто убираю лишнее. Можно использовать любую там скидочную какую-то пластиковую карточку. После такой манипуляции на скребке очень много еще остается материала, его можно использовать на других формах. На этом этапе сразу видно стало, где у нас материал еще не попал в форму, поэтому это можно вот на этом этапе где-то доложить. То есть еще раз проверяю, все ли у меня заполнено материалом, и отправляю на полимеризацию. После полимеризации на поверхности остались разводы. Они нам, конечно же, ни к чему. Нам нужны четкие фигурки, поэтому безворсовой салфеткой и ацетоносодержащей жидкостью я прохожусь поверх вот этих вот форм, убирая вот эти вот разводы от скребка. Также есть вот там такие наплывы, натеки, да, там где по бокам. Их очень легко можно удалить при помощи скотча. Можно, конечно, делать по какой-то вот, например, одной детальке, да, вот на вот этой вот силиконовой форме, например, одну буковку сделать там, либо одно сердечко. Ну вот я люблю вот так вот скопом сразу наделать кучу просто. Хранить, кстати, вот можно уже готовые вот эти вот фигурки прям в молдах, ничего страшного там не произойдет. Просто когда нужно, вы взяли силиконовый молд и достали нужный вам элемент. Уже готовый объемный декор получается пластичным. Если бы мы использовали просто гель-лак, то вот эти вот детальки получались бы более хрупкими, более дубовыми. Так как мы добавили туда топ без липкого слоя, то есть они, ну, вот этот замес придал пластичности. Устанавливать такой декор можно как и в верхние формы, да, в качестве внутреннего дизайна, так и поверх ноготков, то есть в качестве такого внешнего дизайна. Такой декор хранится очень долго, так как был сделан при помощи гелевых материалов. Как я уже сказала, хранить их можно прямо вот в силиконовых молдах и доставать оттуда при необходимости. Можно отдельно взять какие-нибудь там баночки, вот как в моем случае, например, да, вот я показываю, у меня такие баночки, я укладываю их туда и, собственно, закрываю крышкой и храню. Следующие силиконовые молды, они отличаются тем, что на них представлены композиции, которые, знаете, вот так вот одним махом сразу не поднять. Мало того, некоторые элементы очень-очень тонкие. Тут я также буду использовать замес, жидкий топ, белый гель-лак, все то же самое. Просто здесь я беру белый
цвет я покажу дальше, почему это более практично, так как, в принципе, можно потом быстренько в любой цвет покрасить, да, полученные фигурки. Первым этапом также небрежно распределяю замес по всей силиконовой форме. Особого внимания каким-то деталям я тут не уделяю, просто вот как-то, ну, плюс-минус равномерно распределила. Затем опять беру скрапер и убираю лишнее, ну вот с поверхности, да, вот лишний замес убираю с поверхности. И тут вы видите то, что на силиконовом вот этом на силиконовой форме есть вот эти вот белесые разводы после скребка. И вот в этом случае я до полимеризации гель-лака прохожусь безворсовой салфеткой и ацетоносодержащей жидкостью по поверхности. Но знаете, это такие легкие движения, да, для того, чтобы очистить поверхность от вот этих вот самых разводов. Сейчас кто-то спросит, почему нельзя это сделать после полимеризации. Дело в том, что тут гравировка очень тонкая, и если это делать после полимеризации, то можно вот ну, вот этой салфеткой задеть, да, какой-то край уже готового элемента, заполимеризованного, и просто он вылетит с формы. По большому счету, конечно, ничего страшного в этом нет, но на таких вот молдах есть композиции, которые, знаете, не закольцованы, то есть они не связаны между собой общей какой-то линией, поэтому вы можете задеть, ну, вот какой-то такой небольшой элемент, да, он у вас с формы выскочит, а вот остаток композиции останется в форме. То есть вот именно поэтому лучше это делать, ну вот проходиться салфеткой, ацетоносодержащей жидкостью до полимеризации. И вот уже после полимеризации мы можем спокойно достать нужный нам элемент при помощи, опять-таки, гель-топа без липкого слоя. Выкладываем топ тонким слоем, фиксируем фонариком, потом полностью полимеризуем и достаем готовый ну, вот, декор уже с формы. Как вы понимаете, таким образом можно доставать нужный вам элемент именно тогда, когда вам нужно. Тут я показываю еще одну силиконовую форму, на ней бабочки. Тут также очень тонкая гравировка, то есть элементы получаются очень тонкими. Конечно же, если вам не хочется хранить вот это вот все в каких-то отдельных коробочках там или вот как-то по отдельности, можно сделать слайдеры. Прямо на силиконовую форму я выкладываю топ без липкого слоя. Стараюсь это делать тонким слоем. Топ на силиконовой вот этой форме, он, конечно же, скатывается, так как был выложен именно тонким слоем. Тем не менее, вот сами вот сейчас посмотрите, рисунки легко можно достать, ну, вот эти вот фигурки, я не знаю, элементы, да, декор можно легко собрать полностью. Да, где-то там надорвется, может быть, да, у вас вот эта вот подложка, но опять-таки тут ничего страшного, всегда можно где-то потом уже подрезать, да, там какую-то бабочку вырезать, в общем, ну или хранить вот таким вот образом, да, уже готовы полностью, ну, я не знаю, как это назвать, пускай это будут вот как слайдеры, объемные 3D слайдеры. На следующей силиконовой форме представлены, знаете, уже такие элементы, композиции, которые, вот знаете, там есть точечки. Вот такой момент, вот как с бабочками, да, просто размазали топ и потом подняли такую паутинку, не получится, потому что высокая вероятность, что вот какой-то из элементов у вас именно окажется там, где топ скатался. Для того, чтобы топ не скатывался на силиконовом вот этой на силиконовой форме, я сначала промазываю его праймером. Даю немного подсохнуть. Праймер, он жидкий, в принципе, он очень хорошо распределяется по форме. Даю просохнуть там буквально минутку, и вот потом уже наношу тонким слоем топ. За счет того, что на поверхности образовался такой липкий слой, топ уже так особо не скатывается, и поэтому можно выложить его именно в тонкий слой. И после полимеризации мы снимаем готовый слайдер с вот этой самой силиконовой формы.
И как вы сами видите, все элементы, все детальки именно так расположены, как они представлены на самой силиконовой форме. На следующем молде у нас также очень тонкая гравировка, и тут вот такие вот элементы, знаете, есть прям тончайшие, тонюсенькие линии. Да, какие-то композиции, они закольцованы, и их можно снять прям после полимеризации. Но, тем не менее, если, например, вы хотите сделать слайдер, то можно это сделать при помощи обычного топа для ногтей, который сохнет на воздухе. То есть не гелевым материалом, а это вот обычный топ от Орли, который сохнет на воздухе. Через там 5-10 минут, когда топ полностью высохнет, вот у нас получается такой вот готовый слайдер, который в свою очередь опять-таки можно, ну вот, при необходимости в любой момент вырезать нужный вам элемент и установить. Тут вы уже сами смотрите, какой элемент с формы вы сможете поднять без потерь, то есть целиком, а для какого, например, элемента вам нужно сделать, ну, вот такой вот слайдер. Безусловно, те элементы, которые можно достать без подложки, лучше достать без нее. Так и тоньше получаются вот эти вот фигурки, и можно их также заранее раскрасить. Тут вот я показываю то, что 3D-слайдеры, которые были сделаны при помощи обычного топа, который сохнет на воздухе, он, знаете, со временем немного скручивается. Поэтому я храню его между двумя вот этими самыми силиконовыми формами. Ну, понятное дело, что вот сами элементы, они долго могут храниться, но вот этот топ, он со временем, конечно, будет еще больше дубеть и, соответственно, скалываться. Ну и вот слайдер, который мы сделали при помощи гелевой системы, да, гель-топа, вот эти вот бабочки, также вот укладываю просто-напросто друг на друга все это дело и таким образом храню. То есть, если мне нужны вот такие вот 3D-элементы, я достаю вот эти вот все формы, молды и смотрю, что у меня, какие заготовки у меня есть. Делать такой объемный декор по одному элементу довольно времязатратно. Вот как по мне, вот так вот скопом лучше сделать все, да, за раз конвейерным методом. То есть нанесла замес на все вот эти вот молды, скребком убрала лишнее, там почистила, заполимеризовала и все готово. И в принципе вот так вот много времени это не занимает. Следующие силиконовые формы отличаются от двух предыдущих разновидностей тем, что тут уже такая, знаете, очень глубокая гравировка, и сами детальки получаются более объемными. Раз гравировка глубокая, соответственно, расход материала будет намного больше. И мало того, тут уже, знаете, вот так вот кисточкой тяп-ляп распределить материал не получится. Тут вот нужно именно заполнить каждую вот эту вот ячейку материалом, причем заполнить именно до краев, иначе, знаете, ну, такой вот четкой фигурки не получится, да, вот с бортами. И тут опять-таки обращаю внимание на замес. Если, например, делать это просто вот чисто белым гель-лаком, он просто не просохнет, так как, ну, действительно, высота выложенного материала довольно приличная. Именно поэтому, вот так как у нас в замесе есть топ, поэтому, в принципе, тут, вы знаете, особой пигментации не нужно. За счет толщины вот этой пигментации отлично хватает. Тут вот самое главное, чтобы все хорошо заполимеризовалось. Поэтому вот эти вот формы я сушу с двух сторон. То есть минуту с одной стороны, потом переворачиваю и с другой стороны сушу. Скрапером убрала лишний материал и отправляю на полимеризацию. Напомню, с двух сторон. Да, разводы на поверхности есть, но вот их легко убрать при помощи безворсовой салфетки, ацетоносодержащей жидкости, точно так же, как я показывала в первом варианте. Если вы вдруг попробуете убрать вот эти разводы до полимеризации, то у вас не получится, разводов будет еще больше. Почему? Потому что тут сами элементы, они довольно крупные, и то есть просто размазывается вот весь материал опять-таки по поверхности. Поэтому лучше заполимеризовать, а потом уже удалять вот эти вот разводы. Но стоит отметить, что именно этим формам вот эти разводы абсолютно не мешают, так как тут вот эти вот элементы, фигурки получаются
очень объемными. Вот это вот, знаете, вот эта вот тоненькая пленочка, да, там вот этих вот заполимеризованного э, замеса, да, она абсолютно никак не мешает. То есть вы спокойно достаете нужный вам элемент, и вот эта тонкая пленочка, она остается на на самой силиконовой форме. Чуть позднее я покажу, как раскрашиваю вот эти уже готовые детальки, а сейчас показываю вот оставшиеся у меня две силиконовые формы. Они отличаются от тех, что я показывала до этого, и работать с ними, ну, скажем так, немного сложнее, нежели с предыдущими. В этих формах рисунки утоплены, и гравировка, она не плоская, а, знаете, такая вот арочная. Это сделано специально для того, чтобы уже готовый элемент, да, хорошо, ну так вот, ложился на ноготок. При выкладке материала тут лучше натягивать вот эту вот форму для того, чтобы материал не загнать туда, куда не нужно. Мало того, понимаете, то есть когда вы заполняете вот эту вот форму, можно, ну, как-то там случайно кисточкой, да, попасть не на рисунок. И вот здесь самое главное, чтобы ваш материал аккуратно стек именно туда, куда нужно. Также при выкладке материала я постоянно поглядываю на лицевую сторону, дабы убедиться, что вот я действительно заполнила все вот там мельчайшие моменты, которые нужно заполнить. Если честно, мне удобнее заполнять такие формы, которые вот плоские. К тому же я использую пластичный материал, и поэтому после полимеризации, вы знаете, спокойно, так как ну, вот детальки получаются пластичными, их очень легко установить на ноготок. Перед полимеризацией, кстати, я обязательно растягиваю вот эти формы для того, чтобы опять-таки материал распределился вот именно там, где нужно. Тут никаких разводов после скребка нет, поэтому после полимеризации мы натягиваем силиконовую форму и легко достаем полученный объемный декор. Раскрашивать уже готовые детальки, вот лично мне больше всего понравилось именно акварельными каплями. Можно, конечно, использовать и акварельные краски. То есть я буквально там несколько капель капаю, а затем уже кисточкой, смоченной в обезжиривателе, просто размываю, да, вот этот вот цвет так, чтобы он полностью заполнил всю детальку. И ну, то есть, если мне нужно цвет понасыщеннее, добавляю еще капель. Таким образом, не теряется текстура, и можно раскрасить одну деталь сразу несколькими цветами. Можно, конечно же, раскрашивать и гель-лаками, но только на кисточке должно быть вот совсем чуть-чуть материала. Лучше это, наверное, делать даже гель-красками, вот просто чтобы пигментация была хорошая. Если гель-красками или гель-лаками, повторюсь, на кисточке должно быть минимум материала для того, чтобы, знаете, вот не испортить фактуру всем этим деталькам. Пигмент акварельных капель ложится неравномерно, но, на мой взгляд, это скорее плюс, нежели минус. Таким образом, у нас вот эти вот детальки становятся, ну, на мой взгляд, еще более интересными и фактурными. Цвета можно придать и при помощи втирки. Мы же с вами помним то, что в замесе у меня был топ без липкого слоя. Тут вот я единственное немножко смачиваю, да, вот деталь с ацетоносодержащей жидкостью, и пока вот этот ацетон не испарился, я сначала вбиваю втирку туда, а потом уже такими вот разглаживающими движениями ее втираю. Ни втирка, ни акварельные капли объема данным фигуркам не придадут, но единственное, помните то, что уже на ноготках такие детальки нужно будет перекрыть обязательно топом. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, ну или смайлик в комментариях. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И как всегда, по традиции, я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!